У нас сегодня очень интересная тема, как обычно. Очень многие люди интересуются, спрашивают, как возможно прожить с арабским мужчиной много лет. Мы с моим мужем прожили уже 20 лет вместе, и я думаю, что я могу уже поделиться некоторыми интересными наблюдениями, интересными, может быть, советами кому-то. Но, по крайней мере, я не буду, это общение не будет в плане советов, а просто как получилось у меня. Потому что у всех ситуации разные, все люди разные, и арабы, и египтяне разные, и мы тоже разные, поэтому у всех получается по-разному, и я расскажу, как получилось у меня. Во-первых, некоторые говорят, зачем выходить за иностранца замуж, это такие разные культуры, это разный менталитет, вы выросли на разных книгах, вы выросли на разных фильмах, вы даже не, у вас общих шуток нет или еще что-то, над чем мы можем смеяться. Вот если для вас это минус, то для меня это огромный, просто огромный плюс, потому что мы настолько разные, что нам интересно каждый день что-то новое узнавать. Вот люди так устроены, им интересно узнавать что-то новое. И вот то, что мы на разных книжках выросли, и он не понимает моих шуток там каких-то или какие-то фразы из фильмов, может быть, он не поймет, и я, может быть, не пойму какие-то их приколы местные. Но для меня это только интересно. Если я вижу, что они над чем-то смеются, я могу спросить, а что-то он такое сказал. Или он, допустим, смотрит что-то по телевизору и смеется. А я говорю, а что он сказал? Он говорит, да это такая шутка, ты не поймешь. Я говорю, ну так ты мне расскажи. И он мне рассказывает, и мы уже вместе смеемся. То есть я тоже понимаю этот юмор, их тоже понимаю, и мне интересно и смешно. Потом, если я что-то, допустим, какое-то смешное я услышу или смешной фильм, я могу ему рассказать, поделиться, рассказать какой-то анекдот, и тоже нам смешно. Мы шутим, и нам обоим весело. То же самое с моим сыном. Иногда такие шутки бывают, что мы с ним понимаем, а папа не понимает. И мы ему объясняем, и тоже всем вместе весело. То есть вот этот вот плюс, что я больше узнаю другую культуру, и он больше вливается в мою культуру, и мы еще плюс, юмор еще у нас заключается в том, что мы как следует друг друга языка не знаем. То есть все равно, конечно, хоть я и говорю по-арабски, хоть он говорит немного по-русски, все равно не до конца. И иногда мы делаем смешные какие-то ошибки, и нам весело вот над этими ошибками смеяться. Иногда я даже специально, как вот Магди, я говорю, я купила ляхма махрума, ну, то есть фарш, перемолотое мясо, да, а он говорит, слышал, папа, как она сказала, надо ляхма мафрума. Я говорю, ну да, я так и говорю, ляхма махрума. Я это специально говорю, а он думает, что я не могу эту букву услышать. Айо, шукран гиддан. Вот нам принесли уже Нескафе в таких красивых бокальчиках. Могу. Да. И смаке. Киро. Вот так у нас теперь нас обслуживает такой официант, его зовут Киро. Later, окей? Так, уже с Викой хотят фото тут сделать. Вот мы об этом вот поговорили, да. Потом еще то, что у нас разные менталитеты, это, конечно, тоже не минус для меня, это плюс, потому что очень многое, вот я вам скажу, я очень многому научилась от Халида, чего я раньше не умела. Например, у них удивительное гостеприимство, у египтян. Да не надо, пусть будет. Удивительное гостеприимство. Допустим, вот Халид часто иногда встретит кого-нибудь из русских
на улице. И говорит: ой, заходите к нам, идите, у меня жена сейчас дома, она тоже русская. Я говорю: Халид, ну, не всегда это уместно. У нас, как, например, если я чем-то занимаюсь, и ко мне нагрянут какие-то гости нежданные, незваные, даже кого я не знаю иногда, ну или кого я знаю, но я не ожидаю сейчас, и у меня есть какие-то свои дела. Ну, вот они такие гостеприимные. Когда бы ты к нему не пришел, когда бы не позвонил, он всегда рад тебя видеть, он все может бросить и сидеть с тобой общаться. Ну, вот этому гостеприимству я, конечно, учусь. Потом они более щедрые, чем мы. Вот хоть и говорят, что египтяне, вот они такие обманщики. Нет, они вот где-то в мелочах, может быть, что-то могут тебе чуть-чуть там прибавить что-то или убавить наоборот. Но они очень щедрые друг к другу. Допустим, если работники у нас приехали, что-то привезли, и мы с ними договорились на какую-то определенную сумму, он всегда настаивает на том, что мы заплатили им больше чуть-чуть. Он говорит: Ира, ну разве тебе не понравилась работа? Ну дай чуть-чуть больше, посмотри, как они старались. Ну, вот эта вот щедрость проявляется во всем. Я уже привыкла, что если мы договорились на одну цену, но мне понравилась работа, я, конечно, им заплачу немножко больше. Или вижу, что она была труднее, чем они рассчитывали. И мне эта черта их очень нравится, потому что они вот немножко такие вот более щедрые. Я этому научилась. Он научился у меня организованности. То есть они такие разгильдяи, раздолбаи, ни время, ничего. И вот мы делали ремонт, и они, допустим, мы сделали какой-то определенный объем работ. Он говорит, я говорю: а что мы сейчас стоим? Он говорит: ну мы же заказали окна, они теперь делают. Я говорю: а почему тебе не заказать эти окна раньше, пока эти заканчивают свою работу? Ну, в общем, организованности научился, потому что я ему объяснила, что если мы делаем какие-то работы, чтобы не прекращать, нужно вот пока ты доделываешь одну, ты уже делаешь что-то другое. Допустим, если мы делаем, красим или еще что-то, можно заказать окна, и пока они делают, эти уже доделывают, чтобы был непрерывный процесс. И сейчас в этот раз он меня прямо удивил, потому что мы делаем опять новый ремонт, и он уже впереди. Он мне сейчас звонит, говорит: иди, сейчас окна ставят. Я говорю: как окна? Мы же там что-то... Он говорит: ну ты же сказала, что надо заранее все. Вот он в этот раз заранее, что мы уже меньше месяца, мы уже почти закончили ремонт. Ну, еще там чуть-чуть осталось. В этом плане он тоже у меня учится, воспринимает это все. Еще третий такой момент, ну, не знаю уже какой, не буду считать. Некоторые говорят, что все египтяне, у них ночная жизнь. А мы рано встаем, и для нас это неудобно. Ну, допустим, что я рано ложусь и рано встаю, он поздно ложится и поздно встает. Опять же, для меня это только плюс. Очень огромный плюс, потому что у нас такая работа, что нам постоянно нужно быть на связи с гостями. Кто-то приезжает очень рано, кто-то приезжает очень поздно. Каким-то гостям нужно квартиру приготовить пораньше. Какие-то уезжают в 11 или в 12 ночи, и нужно для следующих гостей быстро квартиру приготовить. То есть у меня утренняя смена, у него вечерняя смена. Потому что когда я вечером уже ничего не могу, не соображаю, хочу только спать, оставьте меня в покое, он наоборот, у него вот эта вот энергия, и он мне иногда звонит, и, ну, или говорит там, или что-то пишет смс, я уже слышу через сон, что мне вот приходят эти фотографии, потому что для меня вот у нас самая романтическая переписка – это когда он мне прислал какую-то сделанную работу. Я, допустим, сказала ему сделать, и он присылает мне. Знаешь, вот если нашу переписку посмотреть с ним, у нас там сплошные какие-то там стройка, какие-то трубы, что-то там сделали, что-то закончили, какую-то плитку купили, какую-то надо еще купить. Ну, в общем, вот такая у нас переписка чисто вот рабочая. И когда он что-то сделает, я говорю: смотри, чтобы наши гости были довольны. И он сейчас стал
сфотографироваться с ними, они оба улыбаются, и он мне присылает, они довольны. Ну, вот такая вот интересная вещь. Поэтому я утром очень легко встаю, а его очень трудно разбудить. И если у нас какая-то вот утренняя работа, или машину отвезти, или там в ГАИ, или там сын у нас недавно сдавал экзамен на права, это мне будить их обоих, это, конечно, квест целый, да, потому что очень сложно. Ну, по крайней мере, мы успеваем все. И для меня это совершенно никакой не минус, это только плюс. Потому что мы не обязательно вот 24 часа в сутки должны друг с другом сидеть и друг на друга смотреть. И даже это, наоборот, хуже. Ирина, а как вы решаете проблемы, которые возникают между вами? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас в работе, во-первых, у нас в работе возникают проблемы, и мы научились объединяться вокруг этих проблем и решать эти проблемы вместе, потому что иногда я просто не в состоянии, ничего сделать без него. Иногда я могу какие-то вопросы решить, но очень часто я обращаюсь к нему. Я говорю: Халид, пожалуйста, помоги мне. У меня вот такая вот проблема, вот такие, ну, какая-то ситуация. Пожалуйста, разреши. Он на ура просто, я не знаю, он как-то может общаться с людьми, как-то быстро с ними находит общий язык, потому что не со всеми гостями мне вот удобно общаться, потому что не все меня понимают, и я не всех понимаю. А он как-то может смягчить эту ситуацию. Вот то же самое у нас происходит в семье. Если у нас какие-то недоразумения, недопонимания, но даже больше не я, а он решает вот какие-то вот эти конфликты. Потому что он очень быстро отходит. Очень быстро. Даже если я могу что-то там себе надумывать, потом смотрю, все, он уже отошел, он уже улыбается, он уже пытается меня что-то развеселить, и как-то мы быстро. Потом, опять же, что мне нравится, я не знаю, это все так арабские мужчины, египетские так или только он поддерживает мне в моем каком-то вот начинании или капризе или еще что-то. Допустим, я что-то решила перестроить у себя дома. Ну, что-то поменять или купить какую-то новую мебель или перестановку. Он все поддерживает, вот все абсолютно. И иногда, когда это вот что-то сложное или что-то нужно там связано с какими-то затратами или работниками, он говорит: ой, да нет, это зачем, да давай оставим так. Я говорю: ну вот смотри, сколько времени мы живем, и каждый раз, если я что-то сделала, разве я сделала что-то к худшему? Что-то я сделала, и мы об этом пожалели. Он говорит: не, никогда. Я говорю: ну вот ты просто восприми это, что это мы делаем для себя, что мы это делаем к лучшему. И не бойся что-то начинать. И в таких случаях он начинает что-то, и потом я говорю: ты видишь, как хорошо, что мы это сделали, как хорошо, что я вот так придумала. Он говорит: да, правда, хорошо. Ну, как у меня мама, допустим, учила: глаза боятся, а руки делают. Если ты что-то начинаешь, все, если некоторые вещи, даже если я бы знала, насколько это будет грязно, пыльно, затратно, некоторые вещи я бы даже и не начинала. Но вот поскольку у меня вот легкое все восприятие, я вижу в основном конечный результат, а не вот этот вот процесс грязи, вот этой пыли. Вот благодаря этому все, что мы делаем, это как бы получается все к лучшему. Ну и он это понимает, потому что не первый раз это уже случилось. Иногда, вот, допустим, нету готового решения. Я ему говорю: ну импровизируй. Он говорит: я не знаю, как это сделать. Я говорю: ну ты подумай, импровизируй, что можно придумать. Допустим, у нас в одном месте мы купили такое помещение, у нас были огромные, просто огромные такие окна. И в них летела постоянно пыль. Все время там было пыльно. Мы замучились вот это убирать. Я говорю: мне не нравится, что туда летит пыль. И нельзя эти окна заделать, потому что это часть интерьера вот этого здания.
Я говорю, давай мы как-нибудь пластик какой-то повешим. Он говорит, а как мы повесим? Ну, я придумала, нарисовала там что-то ему. Но нам нужно было тоненькие такие вот металлические, ну, такие металлические палки. И он говорит, ну, пойдем купим. Я говорю, сейчас такие не выпускают, вот гардины. Гардины для карнизы, для штор. Раньше были вот такие вот тоненькие, а сейчас вот такие вот толстые. Ну, толстые нам не подходят, потому что нам нужно тоненькие, вот поставить их на эти крючочки, чтобы они держались. Я говорю, у Магди, у нашего, у сына есть такая гардина. Давай у него снимем, распилим, а ему новую потом поставим. Он говорит, давай. Мы пошли быстренько, у него забрали. Он говорит, а куда мои шторы? Мы говорим, да мы тебе поставим. Мы все это распилили. И в этот же день мы поставили эти вот шторки, короче, закрыли, потом их можно открывать, вот так вот ставить, можно закрывать, и пыль не летит, и красиво. Я тебе потом покажу. Я говорю, вот видишь, какой ты молодец, что ты это. Потом мне нужно было в аэропорт ехать, я уехала. Потом я говорю, я приеду, вы уже, я думаю, закончились. Он говорит, Ира, мы не знаем, как прикрепить вот этот пластик. Я говорю, ну подумайте, что-то придумайте. Он говорит, мы посидели с Мухаммедом, нашим плотником, придумали. Мы пошли обувщика поймали на улице. Говорим, у тебя есть какие-нибудь такие вот заклепки, которые можно вот так вот прикрепить? Он говорит, да, есть. Взяли. Я приехала, смотрю, я говорю, это как это вы додумались? Он говорит, вот я вспомнил, что можно было... Ты сказала, что надо импровизировать, надо что-то придумывать. Пошел этого обувщика, привел, они эти заклепки закрепили, все это сделали. Я говорю, вот, видишь, как вот, инженерная мысль уже у него работает. Немножко нескромный вопрос. А как вы решаете денежные моменты? Денежные моменты мы решаем очень просто. Деньги у того, кто может ими распоряжаться. То есть у меня. Потому что я не знаю, он, мне кажется, не умеет распоряжаться деньгами правильно. Но все египтяне, мне кажется, все египтяне, у них дырявые карманы. У них, если деньги им дашь, куда они у них улетучиваются. Это редко, когда египтянин может правильно распоряжаться финансами. Но и здесь у нас тоже не исключение. Он не умеет правильно распоряжаться деньгами, поэтому все деньги распределяю я. У нас идут эти деньги на оплату наших счетов, на какие-то моменты: машина, квартира, коммунальные услуги. Все это просто я распределяю, а он мне просто говорит, нам надо за это заплатить, столько. Он сам договаривается, а, конечно, оплачиваю я. Я думаю, что это самый оптимальный вариант. Мы к этому оба привыкли. Если раньше там были у нас какие-то недопонимания в этом вопросе, то сейчас мы решили этот вопрос. Но, извините, за 20 лет можно прийти к любому решению. Еще вот, кстати, один раз, когда мы снимали с тобой видео, когда мы рассказывали, какие бывают моменты, что некоторые египтяне наших женщин обманывают, там, что не получаются вот эти долгосрочные отношения, они мне пишут, наши уважаемые люди, которые нас смотрят, да, они говорят мне, ну, а вы-то сами как, типа, с вами муж, вот типа из-за того, что вы такая успешная, богатая, и из-за этого он возле вас и держится. Ну, во-первых, мы разговаривали о совершенно разных вещах. Мы рассказывали о курортных романах. Но если мы 20 лет прожили, и у нас сыну 18 лет, то тут не о курортном романе речь, тут речь совсем о другом. Это во-первых. Во-вторых, когда я приехала сюда, в Египет, я приехала совершенно с пустыми руками. У меня не было ни квартиры, у меня не было ничего. Вот то, что я могла бы продать и внести на алтарь вот этой вот любви. Как бы, ну и если бы даже у меня и было, у меня совершенно не сработали бы мозги, что я могу так сделать. Потому что, во-первых, я в
смотрю вперед, куда-то вперед. Я говорю, жизнь это как шахматная игра. Любой твой шаг, любой твой ход приводит к другому совершенно развитию событий. Любой ход вот в шахматной игре ты можешь либо победить, либо проиграть, либо продлить, либо уменьшить эту твою игру. И исход может быть совершенно разный в зависимости от совершенно любого хода. Поэтому вперед, если смотреть, немножко вперед или думать, как, к чему приведет то или иной твой поступок или твое решение. Иногда, кстати, очень многие люди принимают неправильное решение, а потом говорят, ой, почему я так сделал? Сожалеют о том. Но вот чтобы не сожалеть, нужно как следует обдумать это решение и подумать, что может случиться, если я поступлю так или иначе. Во-первых. Во-вторых, опять же, то, что вся эта недвижимость на мне, это тоже мое только решение. Ничего, никто за меня это не решит, что принимать такое решение, не принимать. Допустим, если я машину покупаю, мне говорят, у вас же машина на мужа. Я говорю, а почему вы так считаете? У меня вся недвижимость и движимость записана на мне, хотя мне сложнее все это сделать, с машиной, по крайней мере, сложнее. Если бы на египтянине была машина, было бы легко сделать все вот эти вот права, техпаспорт на машину. Все это мне дается гораздо труднее и дольше по времени, чем на него. Допустим, он пришел, за один день оформил, ему дали номера, ему дали все вот эти роксы, вот эти вот техпаспорта или там права. А мне нужно месяц ждать, пока запрос на меня придет, вот этот вот полиция, я не знаю, как у них, Амдауля, как это называется, вот эта вот полиция их. Нужно ждать этот запрос, чтобы пришел, чтобы вот этот запрос принести в ГАИ. Несколько раз нам приходится, но тем не менее лучше перестраховаться, несколько раз сходить. У меня есть знакомая, которая не может выдрать своего бывшего мужа машину, которую она сама ему купила. Конечно, мне даже неудобно ей говорить, что она не вернет ее. Но она платит сейчас адвокатам, чтобы возвратить эту машину. Она бегает, она ему пишет, она платит еще адвокатам. Мне кажется, она просто теряет время. Она же сама ему купила эту машину и на его же имя оформила. Иностранка, да? Иностранка, да. Теперь она никак не может эту машину заполучить. И мне тоже неудобно ей сказать, что брось ты эту затею, живи своей жизнью. Сейчас у нее уже новый молодой человек, она уже теперь... Надо готовить деньги для другого. Для другого. Но был момент, когда и другой попросил у нее деньги, но я ей сказала, она, во-первых, не могла переслать ему деньги, она говорит, а можешь ты ему отдать, а я потом приеду, я тебе привезу и я тебе заплачу. Я говорю, я не могу отдать, потому что у меня нет для этого средств. Не потому, что у меня не было денег отдать ему, и потом, во-первых, я не верю, не доверяю вот таким вот ситуациям. Во-вторых, я не хочу быть посредником ни в каких вот этих вот глупых затеях. Глупая затея, я считаю. Я говорю ей, объясни, пожалуйста, ему, что ты не будешь привозить ему деньги. И все. Просто объясни, пусть выкручивается сам. И она мне в этот раз, когда она приезжала, она мне сказала, вот спасибо, что ты мне посоветовала, и теперь я ему привожу. Я могу привезти ему куртку теплую, я могу ему привезти то, что там ему нужно, какую-то одежду или кроссовки. Но я, говорит, никогда не буду давать ему деньги. Я говорю, ой, спасибо, что ты все поняла. Просто мне приятно было слышать. И он от нее из-за этого не отвернулся, не ушел от нее. Потому что она ему объяснила, доходчиво объяснила, что у нее с ним хорошие дружеские отношения, там любовь или еще что, понятное дело. Но она ему не мама, чтобы его
снабжать деньгами, или там не его работодатель и так далее. И когда они этот вопрос проговорили, у них все наладилось. Хотя вначале были недопонимания, она то приезжала, то не приезжала. Он меня встречал, говорит, почему она ко мне не приезжает? Я говорю, ой, разбирайтесь сами, я не знаю, что у вас там случилось. Ну, в общем, я, конечно, не влезаю в такие моменты. Было ли с самого начала, что вы ссорились и выясняли отношения? Были моменты, разные были моменты. Я думаю, что в любой семье случаются моменты недопонимания, моменты, когда твои ожидания не оправданы, не оправдываются, думаешь что-то одно, человек делает что-то другое. Во-первых, у меня изначально не было никаких ожиданий по этому поводу. Я много тоже наслушалась, и я не ожидала ничего сверхъестественного от этих отношений. Более того, я думала, что это будут совершенно краткосрочные отношения, может быть, там, ну, на какое-то время. И я себе не строила никаких иллюзий по поводу него с самого начала. И то, что у нас получилось, как получилось, просто мы обсуждали вот эти моменты. Я ему говорила, почему я так считаю. Он мне говорил, почему так считает. Потом он приводил мне примеры разных других людей. Я говорю, что ты мне приводишь эти примеры? Ну, допустим, он говорит, вот там... Это было поначалу, в начале. Вот одна ему машину купила, вот одна там, одному там квартиру купила, одна ему купила телефон. Я говорю, то, что она ему купила, совсем не значит, что я должна тоже делать, то же самое сделать тебе, во-первых. Потом, во-вторых, и где они сейчас? Вот та женщина, которая ему купила, и с кем он сейчас? Он точно не с ней. И с кем она выброшена на обочину. Как бы я видела все эти моменты, чем они развивались. За много лет я уже посмотрела, как много сериалов вот этих вот отношений между мужчиной и женщиной, когда женщина его обеспечивали, что-то ему покупали, потом эта женщина оказывалась в съемной квартире, а он в ее квартире, и женился на другой, и родили детей. В общем, разные есть ситуации, поэтому я все эти просмотрела ситуации. И каждый человек индивидуальный. Если для нее это нормально, если у нее лишние деньги, она может ими швыряться, пускай швыряется, но у меня лишних денег нету. У меня есть деньги на жизнь. Хочешь, вот мы же квартиру купили, живем в этой квартире, нам ничего больше не нужно, именно для себя. Сейчас у нас только бизнес, вот общий бизнес, ну как общий, как бы. Ну да, получается общий, потому что мы работаем-то вместе, но и живем на эти деньги вместе. Потом у нас еще сын. Некоторые забыли совсем, что у нас... Они говорят, а что у вас ничего общего? Вообще-то у нас сын. И ему уже 18 лет, и мы его с детства воспитываем. Кстати, воспитываем, как мы его? Каждый по-своему. То есть с двух сторон папа у нас отвечает за школу, за образование, за вот эти вот все вещи, связанные с его, ну, вот именно с социумом египетским. А еще я хотела еще сказать, что чем отличаются от нас египтяне, вот эта привязанность их к семье. Вот у нас такого нет. Ну, не знаю, может быть, в некоторых семьях есть какие-то южных народов или где-то, но у нас такого нет. А у них это просто вот какая-то вот такая идея. Все праздники, вот эти вот рамаданы, и часто там что-то у них там свадьбы или еще что-то, они все проводят в семье. Почему у нас получается вот это совмещать? Потому что для меня это... Я этого не понимаю, и я туда и не суюсь. Если честно, вот, допустим, они собираются на праздники, вот мы поедем к своей семье, пожалуйста, езжайте, соберу вам чемоданы,
Они очень серьезно к этому готовятся, прежде чем поехать. Он ездит по всему городу, выбирает им там всем подарки, покупает рыбу там какую-то замороженную, не знаю, что-то он везет. Но у них это принято так, и это их жизнь. И я очень уважаю это, и я рада, что у них такая жизнь. Но сама, они говорят, а почему ты к ним не ездишь? Ну, потому что это не мое. Ну, это не мое. Я буду чувствовать себя там неуютно. Для меня это их культура, как бы, где все вот они общаются, они обязательно должны со всеми детьми играть, там что-то, шум, вот этот гам, постоянно вот эта готовка, вот эта еда, и постоянно. Ну, для меня это не мое. Ну, не мое и все. Но я очень рада за них, они очень рады за меня. Семье своей мы объясняем это тем, что у нас работа, и мы не можем отлучаться вместе, никогда мы не можем отлучаться вместе из Хургады. То есть, если я еду в отпуск, Халид всегда здесь. Если он едет к своим родителям, я всегда здесь. Поэтому мы и в этом друг друга дополняем. Поэтому мне вот это все нравится. И ни с одним другим мужчиной у меня не было такого вот единения, как с моим египетским мужем. Мы с ним абсолютно на одной волне. Мы понимаем шутки, мы понимаем юмор, мы вместе смеемся над какими-то моментами. И он иногда мне говорит, Ира, у нас вот так не принято, мне надо, чтобы ты не перебивай меня там при людях. Ну, что-то такое, я ему начинаю, ладно, все, потому что я вхожу в раж, и так же, как и дома, начинаю с ним разговаривать при работниках там или еще там какие-то. Он говорит, Ира, у нас так не принято, ты что? А я говорю, ну все, ладно, там, разбирайся с ними сам. Не принято. Да, руководить, ну или поправлять там, или еще что-то. Я говорю, да. Потом я говорю, ну ты сам же видишь, что... Потом у них в плане работы я очень прям вот я вижу эти миллиметры, сантиметры. Он говорит, да ладно, нормально, там ровно. Что я говорю, да нет, не ровно. Ну я вижу, что не ровно. Они говорят, ну нормально же, это незаметно. Я говорю, это вам незаметно, для меня это все очень заметно. И когда я настаиваю все-таки на своем, ну что, мы будем вот это отдирать? Да, давайте отдирать и делайте как следует. Ну, для меня вот лучше. Потому что вот мы в этой квартире несколько раз там передвигали эти плитки. Я говорю, я заплачу. Вы не переживайте, я заплачу второй раз. Ну, вот мне важно, чтобы было сделано с самого начала нормально, чтобы потом уже не переделывать. А для них это, да ладно, потом давай вот так вот сделаем, а потом переделаем. Ну, в этом плане, не знаю, если я на своем настаю, и он потом видит, что да, наверное, так и надо было сделать. Поэтому. А так вот получается, в основном они обожают, когда их хвалят за что-то там. Вот, да, они очень любят, когда их хвалят. Причем вот у меня раньше не было такого, что я, принимала свои ошибки. Допустим, иногда и он бывает прав, а я не права. Иногда вот что-то он настаивает на своем. Я говорю, нет, что ты, зачем вот это? Ну, короче, недавно у нас был такой случай. Потом я говорю, да, ты прав, ты был прав. Вот это вот то, что ты сделал, это лучше, чем вот у меня было в голове. Потому что он говорит, вот видишь, это я сам придумал. Да, ты сам молодец, ты правильно все сделал. И я хвалю его часто. Они любят, вот когда их хвалят, когда их заслуги вспоминают, когда ценят то, что он сделал. Иногда вот я что-то не говорю так, что-то такое. Потом думаю, надо мне похвалить, надо ему сказать там что-то такое. Потом с ними надо всегда соглашаться. Вот если он что-то говорит такое, надо так или по-другому. Допустим, если я даже не совсем согласна, но это не принципиально, я говорю, да, хорошо, ты прав, так и надо. Потом я думаю, все-таки то, что я сделаю, это будет более правильно. И я делаю по-своему, и потом в результате получается, что я правильно
приняла решение на то, что я с ним согласилась. У нас просто не было конфликта, вот и все. Поэтому мы стараемся вот эти конфликты избегать. Потом вот это наша общая работа, общие наши какие-то вещи, которые нам нужно решать, какие-то проблемы, это нас очень объединяет. Хотя вот некоторые говорят, вот мы вместе работаем, это должно наоборот, постоянно мы вместе. Мы не вместе постоянно, он одним типом работ занимается, я другим типом. Мы постоянно, получается, что наоборот, я знаю, чем он занимается, я знаю, где он сейчас, и я занимаюсь чем-то другим в это время, поэтому мы находим общий язык, и это нас сближает.